Асламбек Ахметович, важное место в стратегии развития СКФО на ближайшие годы уделяется развитию курортного кластера. А есть ли вероятность, что инвесторами этого региона выступят страны, входящие в организацию Славской конференции? Я был в 168 государствах. Я объехал почти весь мир. Ну, поверьте мне, нет нигде такого уникального, красивого уголка на земном шаре, как как наша страна, как Россия. Вот поезжайте в Сибирь, Дальний Восток, Камчатка, Магадан, Чукотка. Посмотрите, в свои времена там, ну, просто фантастически красиво. Северный Кавказ – это жемчужина России. И сейчас, значит, Хлопонин очень серьезно занимается созданием туристического кластера, значит, предусматривает строительство там больнично-логических и прочих санаторий, которые могут там источники, волшебные источники, которые лечат от очень многих болезней. У нас есть такие источники. Но Нарзан до сих пор течет, вот она, там, ручейки, потому что огромное количество воды в полной мере не используется. И сейчас наша республика немножко отстала от других, которые активно включились в это. Вот я неделю, ну, дней 10 назад я получил письмо из республики, где Билалов Ахмед, сейчас сенатором стал от Краснодарского края, он председатель этого акционерного общества Северокавказского, который занимается туристическими и больнологическими кластерами. И наши уже вступают в эту организацию и очень твердо намерены развивать, значит, туристические и медицинские, значит, стороны бизнеса. Сейчас, конечно, туристы вряд ли пойдут туда, потому что, к сожалению, больше опасений, чем опасности, но люди опасаются. Потому что, вы знаете, в Кабардино-Балкарии взяли, убили туристов, их-то за что? И тут очень загадочное убийство, тут уже нужно думать, кто же это мог сделать. И, ну, готовиться к этому надо. Жизнь идет, жизнь меняется, люди меняют свою точку зрения. И я уверен, что мир и покой придет на Северный Кавказ, и мы, чтобы не догонять, срочно строить, должны сейчас к этому готовиться и готовить все. Я абсолютно уверен, что и государства, входящие в организации Исламского Содружества, будут принимать там участие, потому что они знают, где будет прибыль, и любят вкладывать деньги, которые дают прибыль. Они не кредитуют, а они принимают участие в инвестировании. Тем более заявления такие делаются. И, кстати, там есть уже часть уже представителей там арабского мира, которые работают. Вопрос другой. У нас есть умники, которые, чтобы нагнетать обстановку, все время вот это трендят о том, что арабские террористы, хотя в глаза их не видели, и малейшие арабские деньги считают, что не только для терроризма, и таким образом они отпугивают. Может быть, нарочно, а может просто по своей неосведомленности или просто по, не знаю, по каким причинам. Будут вкладывать деньги. Деньги у кого есть, когда видят, что посмотрели, есть, значит, политическая ситуация нормальная, значит, правоохранительная система работает, законодательство позволяет, а сейчас мы очень серьезный крен сделан в формировании законодательства, которое бы было интересно и для инвесторов, и для наших товаропроизводителей. Сейчас одна из главных проблем, которая есть у нас в стране, это ухудшение межнационального климата. И в декабре вы обратились с инициативой к Владимиру Путину о создании межнационального ведомства. Есть ли какие-то подвижки на этот счет? Что-то изменилось за это время? Ну, во-первых, срок прошел небольшой, это сразу не решить. Это когда уже будут выборы пройдут, будет новый президент страны, это вопрос уже нового президента страны, формирования структуры новой там, власти, да. Ну, я не скажу, что вопрос он решенный, но я считаю, что этот вопрос будет решен, потому что мы многонациональное государство. Есть силы, которые, в первую очередь, политики, которые разыгрывают национальную карту. Я считаю, это враги России. Я понимаю, когда Рогозин говорит, поднимает национальный вопрос, он патриот своей страны, и хоть он от того, что утверждал раньше, там, категорически этого нет, он нормально говорит, что вообще нужно одно, и не согласиться нельзя. Есть законы, есть традиции. Нужно законы соблюдать на всей территории Российской Федерации
И нужно традиции соблюдать, традиции, обычаи. Нельзя нигде со своим уставом лезть в чужой монастырь. Это хорошая поговорка. Пришли, извольте уважать людей, которые пришли, которые вас приняли, с которым вы живете. Не навязывайте свои там. Я не сказал бы традиции, обычаи мудрые у каждого народа. Не навязывайте свою шкалу деятельности. Вы должны помнить, что вас здесь приняли, вам дали возможность работать, учиться и так далее. А для этого должно быть ведомство, которое должно заниматься, знать болевые точки, заниматься ими. Значит, скинхеды, нацболы и так далее, они на ровном месте не появляются. Значит, кто-то с ними проводит работу раньше, чем мы. А мы должны сказать, вот я неоднократно говорил и говорю, что молодежь наша, вот тут подрастающая, которая сейчас 19, 20, 25 лет, она не виновата, если они где-то пошли не тем путем. Я уже не говорю, что младшего, мне скоро 70 лет, я говорю, это мы, старшее поколение, виноваты, что они стали такими. Самое прекрасное оружие, самое страшное оружие в мире – это язык. Сейчас некоторые говорят, Москву очистим от черных. Я не знаю, у меня дочь во 2 класс ходила, пришла, и мать мне рассказывает, что пришла, сняла себе и смотрит над зеркалом. А что ты, говорит, делаешь? Говорит, мама, извини, говорит, меня там в школе называют, извините меня, чернопопой там. А у меня, говорит, у меня же ничего, а почему меня так называют? Понимаете, мы до этого дошли, когда уже дети, почему дети говорят в школе, потому что родители их дома там говорят, где-то они слышат. Это далеко зашло, мы не должны это допускать, понимаете, но никакими репрессивными мерами. Мы должны, в конце концов, дать молодежи узнать друг друга. И у нас есть кому заниматься, мы должны заниматься этим. Я считаю, я абсолютно уверен, что Министерство по делам национальности должно быть. И оно свое весомое слово скажет. То есть, по вашему мнению, основные проблемы растут от незнания? Не только это. Тут проблем великое множество. Незнание, отсутствие средств, чтобы заниматься, многие говорят, что молодежи, молодежные программы и так далее. Вы понимаете, вот я профессиональный спортсмен. Вот когда в селе-то у нас вообще никакие там спорта близко не было, мы рыли яму, прыгали в длину, мы увидели, что прыгает в длину. Потом брали там резинку, натягивали, прыгали в высоту. Ну, как-то пытались заниматься, но близко спорта не было. Но у нас в Советском Союзе было очень много передового, прекрасного, которое мы взяли, вот так, не в грязь, а в дерьмо вкопали мы все. А что сейчас нам мешает возродить? Почему мы развиваем только олимпийские виды спорта и наукоемкие, где мы можем взять, потому что основные деньги направляют туда? Почему мы не занимаемся, откуда растут, откуда отбирать? Среди тех, которые активно занимаются физической культурой спорта в таком возрасте. Они уже, и оттуда есть кого выбирать. Ну, Асланбек Ахметович, раз уж вы заговорили о спорте, а насколько мне известно, вы уже в 7-й раз подтвердили свое звание чемпиона по самбо. Я не подтверждал, я побеждал. Получилось как? Я не собирался возвращаться в спорт большой, потому что наборол свое время, но однажды в беседе, значит, с Владимиром Владимировичем, когда я у него помощником был, заговорили самбо, дзюдо, там, и он поручил мне как-то курировать эти 2 вида спорта. А я говорю, да, я вот сейчас поеду в Санкт-Петербург, там через 2 месяца, по-моему, будет чемпионат там мира, значит, поздравлю их там и так далее. Я говорю, а через 3 месяца или 4 месяца там будет чемпионат мира среди, значит, мастеров или ветеранов. Значит, и под дзюдо будет Европа. Это, говорит, он было бы очень здорово, если, говорит, нет желания, говорит, самому побороться. Я говорю, ну, иногда бывает. Ну, а потом он говорит, а вообще было бы хорошо, что ты и по самбо боролся, и показал, что самбисты могут и в дзюдо там шорох наводить, и по дзюдо бороться. Хорошо, я буду и там, и там. Ну, поехал, выиграл мир, потом выиграл Европу по дзюдо. Ну, и так вот получилось, пошло. И у меня 4 золотые медали по дзюдо, 3 за мир, 3 по Европе. Ну, там серебряные есть. И 7 раз я выиграл мир, и в этом году буду бороться и на мире, и по самбо, и по дзюдо. Ну, все, рука Всевышнего, посмотрим, как получится. Мы будем следить за вашими успехами. Пока постоянно следит Владимир Владимирович. Когда я выступаю, он всегда звонит, поздравляет. И, знаете, это как-то приятно, когда президент страны или премьер-министр интересуется и поздравляет. Конечно, это очень приятно. А вообще есть шанс, что самбо станет олимпийским видом
Да, если серьезно им заняться. И вот как дзюдо, как тэквондо стал олимпийским видом спорта. Потому что они приехали за счет бюджета своего государства, везде бесплатно открывали секции, покупали ковры, занимались людьми. И все, и каждое государство говорит, несколько кланяем за то, что вы нашими детьми занимаетесь. Пускай это какая-то борьба, не понимают, пускай занимается. А у нас прекрасный вид спорта, везде он озвучен, но, извините, но деньги дают на то, который не хватает на проведение соревнований. Асланбек Ахметович, хотелось бы завершить нашу беседу на положительной ноте. Что бы вы хотели пожелать молодому поколению? Но я хотел, чтобы они знали, вообще будущее их в руках молодежи. Если самый талантливый, самый хороший у нас будет уезжать, а вы на кого оставляете-то свою страну-то? Поехать получать образование прекрасно. Это очень нам нужно и надо это делать. Но нужно помнить, что никто за нас не будет поднимать экономику, никто не будет за нас отражать интересы государства. Нужно все-таки создавать самого себя. Нужно создать себя, чтобы ты прославил свою фамилию, прославил свое село, улицу, чтобы ты внес какой-то вклад в становление новой России, демократичной, где все одинаково отвечают по закону за содеянное. В мире нет ничего более хорошего, чем правда. Вот нужно говорить правду. Вот если будет правда, у нас не будет никаких там волнений, не будет потрясения, и будет все нормально. Нужно действовать по закону.